Сегодня готовим куриную печень. По этому рецепту она получается очень нежной, сочной и вкусной. Рецепт я подсмотрела на другом канале. Ссылку на оригинал обязательно оставлю в описании под видео. Для приготовления нам понадобится куриная печень, лук, растительное масло, сливочное масло, соль, перец по вкусу. Печень тщательно моем и нарезаем на небольшие кусочки. Все ненужное вырезаем. Если есть желчь, ее обязательно нужно убрать. Лук чистим. У меня он мелкий, я взяла 5 штучек, хотя можно и больше. В этом рецепте чем больше лука, тем вкуснее. Нарезаем кольцами или полукольцами. Добавляем лук и обжариваем на среднем огне, периодически помешивая. Лук должен обжариться до золотистости. Кстати, масла не жалейте. Теперь перекладываем лук в миску. Старайтесь выбрать его так, чтобы как можно больше масла осталось в сковороде. На нем мы будем обжаривать печень. Высыпаем ее в сковороду. Солить и перчить печень мы будем в конце приготовления. Сейчас просто обжариваем ее, периодически помешивая, пока не поменяет цвет и перестанет выступать кровь. Важно на этом этапе не передержать, иначе печень будет сухой. Сразу же снимаем ее и отправляем к луку. Сок, который выделился в процессе обжаривания, нам не нужен, поэтому выливаем его. Накрываем крышкой и даем настояться 15-20 минут. В это время моем сковороду. По истечении времени в сковороде растапливаем сливочное масло. Теперь добавляем печень с луком. Если в миске остался сок, постарайтесь выбрать так, чтобы он остался в миске. Солим, перчим по вкусу. Тушим 2-3 минуты и блюдо готово. Печень по этому рецепту получается очень вкусной, ароматной и нежной. Рекомендую приготовить, а свои отзывы оставляйте в описании под видео. Сегодня у нас на обед суп с куриной печенью. Из куриной печени супы получаются совсем не жирные, полезные и очень вкусные. Рецепт прост, а готовится суп очень быстро. Для приготовления нам понадобится куриная печень, картофель, лук, морковь, вермишель, специи, зелень по вкусу. Картофель чистим, моем и нарезаем небольшим кубиком. Заливаем водой и отправляем на огонь. Куриную печень хорошо промойте и нарежьте на кусочки. На сковороду отправляем небольшое количество растительного масла и дополняем его маленьким кусочком сливочного масла. На этой смеси обжариваем куриную печень 5-7 минут и добавляем картофелю. Обжариваем лук с морковью в небольшом количестве растительного масла. Отправляем в кастрюлю. Солим. Добавляем специи. Я добавила хмели сунели и лавровый лист. Даем прокипеть 7 минут. Затем добавляем лапшу. Варим до готовности. Подавать такой вкусный суп нужно горячим. Сверху можно положить сваренное вкрутую или порезанное на четвертинки куриное яйцо. Очень просто, вкусно и быстро. Хочу предложить вам рецепт чудесного, вкусного, красивого рулета из печени и сыра. Это эффектная закуска для праздничного стола, которая готовится очень просто, выглядит аппетитно и самый приятный момент – такую закуску можно приготовить заранее и нарезать уже перед подачей на стол. Для рулета нам понадобятся яйца, майонез, твердый сыр. Для начинки куриная печень, лук, морковь, картошка, шампиньоны, сливочное масло, растительное масло, соль, перец по вкусу. Первым делом приготовим начинку. Лук, картофель и морковь нарезаем небольшим кубиком. Шампиньоны нарезаем ломтиками. На сковороде растапливаем сливочное масло, добавляем немного растительного масла, высыпаем овощи и обжариваем до готовности
периодически помешивая. Куриную печень очищаем от пленочек и разрезаем на несколько частей. Добавляем печень на сковороду к овощам и тушим 5-6 минут до полной готовности. Приправляем солью, перцем, сушеными или свежими травами и оставляем остывать. Теперь займемся основой для рулета. В миску разбиваем 4 яйца, добавляем 4 ложки майонеза и смешиваем все до однородности. Твердый сыр натираем на терке и добавляем к яичной массе. Перемешиваем. Противень застилаем бумагой для выпечки. Тесто для рулета разравниваем на противне и выпекаем при температуре 180 градусов около 15 минут. Тем временем овощи с печенью измельчаем в кухонном комбайне. Готовому сырному омлету даем остыть. Он должен быть теплым. Теперь выкладываем слой паштета. Сворачиваем омлет в рулет, затем пищевую пленку и в холодильник. Я готовила эту закуску за день до торжества, хотя кушать его можно уже через полчаса. Нарезаем на порции и подаем. Посмотрите, какой красивый разрез. Рулет получился сытный, нежный и очень вкусный. Его можно тонко нарезать и подавать на праздник, либо приготовить просто для бутербродов. Вот такой рулет у нас получился. Он красиво смотрится, просто готовится и вкусно кушается. Приготовим вкусный паштет из куриной печени в домашних условиях с морковью, луком и сливками. Это, пожалуй, один из самых нежных паштетов. Куриная печень буквально тает во рту, оставляя после себя приятное сливочное послевкусие. Подавать его можно с подсушенными тостами, а также использовать в качестве начинки для закусок на праздничный стол. Для приготовления нам понадобится куриная печень, лук, морковь, соль, перец, сливки, молоко, растительное масло для жарки. Первым делом приготовим лук и морковь. Чистим, моем их. Лук нарезаем мелким кубиком, морковь трем на терке. Разогреваем в сковороде растительное масло. Добавляем нарезанный лук и морковь. Пассируем овощи минуты 3-4, пока они станут мягкими. Солим по вкусу, перчим. Добавляем 1 чайную ложку без горки сахара, можно меньше. Тщательно перемешиваем и даем протушиться еще пару минут. Сахар здесь выступает как усилитель вкуса, можно и без него. Перекладываем овощи в отдельную посуду. Теперь подготовим печень. Каждую осмотреть, нет ли желчи. Аккуратно вырезать, она горчит. Срезаем жир, если есть, и разрезаем пополам крупные кусочки. Промываем под проточной водой. В сковороду наливаем пару столовых ложек растительного масла. Можно добавить кусочек сливочного масла. Добавляем печень. Тушим на небольшом огне, периодически помешивая около 7-8 минут. Я во время жарки прикрываю печень крышкой. Когда печень будет практически готова, добавляем лук и морковь. Перемешиваем. Сливки и молоко я смешала в одной посуде и достала заранее, чтобы они были комнатной температуры. Выливаем в сковороду, перемешиваем. Когда закипит, пробуем на соль.
Если нужно, солим, перчим. Тушим буквально минутку и выключаем. Перекладываем заготовки в миску и перетираем все с помощью погружного блендера. Масса должна стать однородной, без единого комочка. Готовый печеночный паштет перекладываем в чистую сухую банку. Я использую пищевой контейнер. Равняем ложкой. Сверху при желании можно залить тонким слоем растопленного масла, чтобы не попадал воздух. Масло предотвращает попадение бактерий в паштет, чем увеличивает сроки годности готового блюда. Даем остыть при комнатной температуре и убираем в холодильник на 2-3 часа для застывания, а еще лучше на всю ночь. Для приготовления нам понадобится куриная печень, лук, растительное масло, сливочное масло, соль, перец по вкусу. Паштет получается очень вкусным. Куриная печень буквально тает во рту, оставляя после себя приятное сливочное послевкусие. Ее обязательно нужно убрать. Подавать его можно с хлебом, подсушенными тостами, а также использовать в качестве начинки для закусок. Очень выручает в ситуациях гость на пороге, а также является отличным перекусом в дорогу либо на работу. Фаршированные яйца печенью. Это рецепт из моего детства. Мне кажется, не было такого праздничного стола, на котором бы не стояла такая простая и сытная закуска. Список ингредиентов вы найдете в описании под видео. Печень можно использовать куриную, утиную или гусиную. Печень вымыть холодной проточной водой. Удалить прожилки. Варим в подсоленной воде минут 10 после закипания. Необходимо отварить яйца. Заливаем их холодной водой. С момента закипания варим 10 минут. Заливаем холодной водой. Чтобы яйца лучше чистились и были гладкими, аккуратно раскалите скорлупу яйца и снова поместите в воду. Отправьте в холодильник на ночь. Затем сливаем воду и аккуратно чистим. Вареную печень вынуть из воды и дать остыть. Яйца разрезаем пополам. Желток отправляем к печени. Солим, перчим по вкусу. Добавляем чеснок, майонез, мягкое сливочное масло. Пробиваем блендером до однородной массы. Получившийся яично-печеночный паштет не должен быть очень сухим. Его консистенцию можно регулировать майонезом либо сливочным маслом. Заполняем половинки белков. Чтобы закуска красиво выглядела, можно использовать кондитерский мешок с насадкой.